Этот медвежонок должен был погибнуть. 2 дня он дрейфовал один на льдине в открытом океане, окруженный касатками и ледяной водой. Силы почти закончились. Но внезапно на горизонте появился неожиданный спаситель. Тот, кого медвежонок никак не мог встретить в самом сердце Арктики. Ранним арктическим утром белая медведица вывела своего маленького медвежонка из снежной берлоги. Вокруг простиралась бескрайняя Арктика, ледяные поля, холодный ветер и Тихий океан. Медвежонок родился совсем недавно и только начинал узнавать мир. Он неловко ходил по снегу, падал, катался по льду и все вокруг воспринимал как игру. Медведица терпеливо учила его выживать. Она показывала, как нюхать ветер, как осторожно идти по льду и как ждать добычу у проруби. Но однажды игра обернулась бедой. Они подошли к краю ледяного поля. Внизу плескалась темная вода, а рядом покачивались небольшие льдины. Медвежонок увидел одну из них и радостно запрыгнул. Льдина слегка качнулась и начала медленно плыть. Сначала медвежонок думал, что это новая игра, но берег начал удаляться. Когда он оглянулся, мама уже была далеко. Льдина уносила его в открытый океан. Медведица заметила пропажу слишком поздно. Она подбежала к краю льда и громко зарычала, но между ними уже была широкая полоса воды. Медвежонок остался один. Первый день был страшным. Холодный ветер усилился, а льдина медленно дрейфовала среди волн. Медвежонок свернулся клубком, стараясь сохранить тепло. Ночью вокруг появились темные плавники, касатки. Они плавали вокруг льдины, иногда показывая черные спины над водой. Медвежонок боялся пошевелиться. Второй день стал еще тяжелее. Льдина становилась меньше, а силы медвежонка почти закончились. Казалось, что он почти не выживет. Но вечером на горизонте появился новый звук. Глухой треск льда. Из тумана медленно показался огромный корабль. Ледокол. На мостике стояли люди. Капитан Джек первым заметил маленькое белое пятно на льдине. «Там медвежонок», — сказал он. Ледокол осторожно остановился. С корабля спустили лодку, и спасатели Том и Лиам подплыли к льдине. Медвежонок был слишком слаб, чтобы убежать. Лиам аккуратно поднял его и завернул в теплое одеяло. «Все хорошо, малыш», — тихо сказал он. Медвежонка подняли на борт, согрели и дали немного еды. Но самое важное было впереди. Капитан Джек решил найти его маму. Ледокол развернулся и начал идти вдоль ледяных полей. Через несколько часов люди заметили на большом льду белую фигуру. Это была медведица. Она все еще ходила вдоль края льда и смотрела в океан. Медвежонка осторожно спустили на лед. Он поднял голову и увидел ее. Медвежонок радостно пискнул и побежал по снегу. Медведица тоже бросилась вперед. Через секунду они встретились. Медвежонок уткнулся в ее густую шерсть, а медведица осторожно коснулась его носом. Они снова были вместе. На ледоколе люди молча смотрели на эту сцену. Капитан Джек тихо сказал: «Ради таких моментов и стоит ходить в Арктику». И ледокол медленно ушел обратно в ледяной океан.